В моем садике сегодня распустились пионы, и я с большим, огромным удовольствием поработал над натюрмортом вот этим и записывал для вас новый курс на этой основе. Этот мотив, натюрморт, был залит солнечным светом. Я думаю, будет очень интересно и сложную задачу это выполнить. Черешня, апельсин, пионы и ваза. Очень крутая, кривая. Я ее купил на набросках в эту субботу. Там, где мы рисовали модель, была выставка. Ну и я керамику очень сильно люблю, особенно такую вот чудную. Формат курса, я вижу, вам очень понравился, и вы делаете успехи с обратной связью. Когда вы домашнее задание выполняете, я вам делаю рецензии, рассказываю об ошибках, вы потом исправляете и двигаетесь дальше. В общем, такой у нас формат, он будет продолжаться. В конце ролика я покажу немного фрагментов, как писалась эта работа, чтобы вас заинтересовать. А пока вопросы. Я прошу вас подписаться на канал, поставить лайки, если вы еще не подписались, подпишитесь. А лайки помогают развитию канала, это очень важно. User GU. Очень понравилась идея и картина, ваш пропущенный звонок. Спасибо. Но никак не могу понять, что за образ воплощен в картине. Ну, идея понравилась, картина хорошая, а образ непонятный. Ну, пусть будет это тайной останется. Ну, если понравилось, этого достаточно. Мне подумалось, нужен ли вообще образ в картине, в пейзаже, и тем более в натюрморте. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, если понимать образ как отражение начальства в мире его творения, во всем вообще, все, что вокруг, это образ его любви и света, то более чем достаточно, если мы, главное в нашей работе для нас это свет, то вот и образ. Если мы всю нашу жизнь посвящаем тому, чтобы передать его любовь к нам, и наша любовь к нему, больше ничего не нужно, мне кажется. У вас есть урок перспективы в пейзаже. Все доходчиво показано и рассказано. Очень помогает разобраться, как работать с перспективой в пейзаже. Спасибо, это очень приятно. Когда посмотрел, как вы писали портрета Лиза, возник вопрос, вы специально не применяли перспективу в этом портрете и фигуре. В портрете можно пренебрегать иногда перспективой ради чего-то. Да нет, что ж пренебрегать. Мне не видится там ошибок в перспективе. Если вам видится, ну, укажите тогда, в чем ошибка, что не так. У меня не возникает никаких возражений. Ну, раз я этот портрет вам показываю, значит, для меня это все в порядке в нем. И очень важно перспективу в портрете, в любом деле применять. Обязательно. Это же мы же рисуем объем, пишем объем. Поэтому все должно быть согласно законам перспективы. Единственное, что некоторые художники по-разному понимают перспективу. Они, например, не советуют, некоторые из них, ну, Батон, например, не советуют в одну точку все сводить, а в некий шар, чтобы была некая, вот смотрите, вот мои руки сейчас идут в одну точку, да, в глубину. Они могут идти чуть-чуть больше, ну, как будто там шар, и они расширяется тогда пространство. Это его такой метод, и он им пользуется. Как будто бы, ну, его слова, как будто вы стоите не здесь, когда смотрите на мотив, а, я не знаю, 10 метров там, и смотрите уже с другой точки. Вот такая идея, если кому-то интересно, попробуйте. Но она, конечно, требует мужества, неких таких навыков и интереса к экспериментам, когда не в точку, а в некий шар, да, сходятся все линии. Михаил Хоменко. А зачем здесь натурщица? Ну да, незачем. Это речь о набросках, о том, что я пишу впечатление, Михаил, от того, что вижу. Я не пишу, не срисовываю в лоб. Ну и призываю
всех, кому это интересно, попробовать так. Все срисовывания, они ничего не стоят, ну, для меня, по крайней мере. Это просто навык художника точно видеть и точно срисовать. Ну, хорошо, он есть, например. Можно абсолютно точно срисовывать, но это еще не творчество. А творчество — это вот когда, для меня, чуть-чуть не так. Когда есть душа, когда есть некая, ну, чертовщинка, что ли, в работе, когда недосказанность, непонятно, но забирает, захватывает тебя что-то, что вообще нельзя даже объяснить. В словах это выглядит очень просто, как будто художник пишет свое отношение к тому, что он видит. Он впечатление, ощущение пишет. Вот все, пожалуй, больше, наверное, трудно сказать, но на основе грамоты, о которой мы много говорим. Кстати, в школе моей сейчас по поводу грамоты, да, идет еще скидка, 5 базовых уроков за полцены. Обратите на них внимание. Это основа, на чем мы крепко должны стоять. Тон, композиция, теплохолодность, рисунок, ну, в общем, основа видения в пейзаже. Ну, вы все это знаете. Те, кто знают, а новички, посмотрите. Это 1, 13, 28 перспектива, кстати, 52 и 53 уроки. Заходите, приобретайте за полцены. А зачем здесь натурщица, Михаил? А за тем, что модель вдохновляет на эксперимент. В конце концов, умение рисовать жесткий, четкий рисунок, умение, да, его делать, он является основой для того, чтобы сотворить на этой основе произведение искусства, которое чуть-чуть не так. Еще раз напомню, кто не слышал этой замечательной просто мысли, которая является основой творчества Шнитке. Ну, великого, как считается, композитора современности. Он уже поменял миры. Так вот, он говорил, что жемчужина, как она рождается? Рождается из-за того, что в раковину, в моллюск попала песчинка. Она мешает не жемчужине, а моллюску жить. И он выделяет что-то, нечто из себя, обволакивает ее, ну, чтобы не мешало. А для нас это получается жемчужина, как она рождается. Вы представляете? То есть вот этот эпизод в жизни моллюска, видимо, сформировал его как композитора. Он, когда музыка его звучит, вот можете послушать, там все не так. Гармония, но она какая-то космическая гармония. Она мимо, чуть-чуть мимо. Так что натурщица может сильно вдохновлять на то, чтобы написать так, но не так, вот мимо. Игорь Творогов. Не знаю, у кого как, но у меня покупатели в последнее время оставляют мне рамы, увозя домой к себе только холст. Может быть, рамы сейчас не в моде? Да нет, ну почему не в моде? В моде. Просто у них, наверное, свой вкус на этот счет. Ну, может быть, нужна какая-то особая рама для розовой комнаты, а для такой работы там голубая какая-нибудь рама, может быть. Ну, то есть это, мне кажется, из-за того, что у вас просто изысканные покупатели с хорошим вкусом. А рамы в моде? Почему же не в моде? Они организуют просто наше видение вот в этот квадратик, прямоугольник. Они как бы отстраняют все, чтобы зритель смотрел только сюда. Они приглашают, фокусируют внимание внутрь того, что в раме. Амаралкин заметил, что многие художники пишут 1000 этюдов, а движения вверх нет. Ну, может быть. Топтание на одном месте, как продвинуться вперед, не знаю. Ну, а что вас беспокоит, многие художники? Лучше о себе беспокоиться. Ну, немножко потопчитесь, да и прыгните посильнее. Нужно приседать. Чем ниже пружина сжалась, говорят, тем сильнее она потом выстрелит. Так что время потоптаться, время потом побегать. Топтание на одном месте чрезвычайно полезно. Можно сменить какой-то род деятельности, сменить, например, чтобы, ну, что-то не идет, да? Ну, какое-то время. Ну, у меня было
На 15 лет я сменил род деятельности. Ничего, потоптался на другой территории. И мне тоже было очень интересно. И я чувствовал полноту, когда там делал фильмы. Движение вверх, Аморалкин, есть, даже если мы не рисуем какое-то время. Годы, может быть. Но если внутри происходит процесс, ну, как бы такого считывания, композиционного мышления, художнического, когда вот смотрим мы на мир, как будто бы процесс продолжает, но просто мы не делаем ничего, а он продолжается. Это тоже момент очень важный. Коньяк должен настояться. И лимончелло, например, тоже у меня настаивается в темном месте 10 суток. Но для него это достаточный срок. Предлагаю вам посмотреть после этого видео 637-е «Несочетаемые цвета». Очень интересно, потому что я там тоже что-то пишу, и вы понаблюдаете. И поставьте, пожалуйста, там свое отношение к тому, что вы видите на экране. Ну, крестик, нолик. Пока.